Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Никитина. Платформа справа. The next station is Nikitina. The door is on the right.
Всем привет, с вами я, Сэмзэй. Это рубрика «Путешествие по Москве. Новые станции метро». Арбатско-Покровская линия в настоящий момент является самой длинной линией в московском метрополитене. Ее длина чуть больше 45 километров, точнее 45 километров 100 метров. Линия начинается с северо-запада, протекает вдоль запада через центр на восток. Особенность этой линии заключается не только в самом длинном перегоне между станциями Крылатская и Строгино, хотя этот перегон заслуживает внимания, но еще развитие Арбатско-Покровской линии. Первый участок открылся в качестве второй очереди московского метрополитена в 1938 году. Во время войны развивался на восток. В 1953 году его продлили на запад только до станции Киевская, и в 60-е годы была продлена на восток. Теоретически на запад Москвы линия развивалась, но только не Арбатско-Покровская, а Филевская линия. Это станции Молодежная и Крылатская. Только в 2003 году и в 2007 году, когда открылись станции Парк Победы, самая глубокая станция в настоящий момент в московском метрополитене, и станция Строгино, Арбатско-Покровская линия снова начала свое развитие на запад. 26 декабря 2009 года открылся участок Строгино-Митино, а еще через 3 года, в декабре 2012 года, открылась станция Пятницкое шоссе. С вами будем говорить о последних 4 станциях. Это Микинино, Волоколамское, Митино, Пятницкое шоссе. Станция Микинино, станция Арбатско-Покровской линии метро. Открыта в составе участка Строгино-Митино 26 декабря 2009 года. Выход на 67-й километр Московской кольцевой автомобильной дороги Крокус-Экспо, торгово-развлекательному комплексу «Вегас», крупному магазину «Твой дом», концертному залу Крокус Сити Холл и Крокус Сити Молл. Станция получила такое название по близлежащей одноименной деревне Микинино. Деревня Микинино упоминается в материалах генерального межевания XVIII века. Название связано с некалендарным личным именем Мекина. К сожалению, достоверно неизвестно, когда деревня Микинино вошла в состав Москвы. По одним данным с 1980-х годов, по другим источникам с 1983 года, то есть накануне перестройки. Микинино более известно как один из крупных торгово-выставочных комплексов, если объединить и Вегас, и Крокус Экспо. Кстати, о Крокусе Экспо. Является одним из выставочных залов Москвы, наряду с манежем, новым манежем, некоторыми павильонами ВДНХ, некоторыми музеями и гостиный двор. Является одним из крупных по площади вместимости выставочных центров в мире. В Крокус Экспо проводятся различные выставки политического, экономического, в общем, любых сфер общественной жизни. Для меня Крокус Экспо больше известно как по одному из игровых выставок. Это Игромир. Здесь она проводится уже не один десяток лет. Проводится здесь либо в первых, либо во вторые выходные октября. Но опять же, из-за пандемии коронавируса эта выставка в 2020 году будет проведена онлайн. Деревня Микинино находится немножко подальше. К сожалению, станция немножко не привязана к этой деревне. Деревня Микинино находится значительно дальше, где-то в 1,5 километрах за правительством Московской области. Эту деревню можно увидеть со стороны Московской кольцевой автомобильной дороги, но только некоторые жилые дома близлежащие. Отправляемся дальше. Следующая станция Волоколамская. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Волоколамская. Волоколамская. Для вашей безопасности держите за поручни.
Станция Волоколамская, станция Арбатско-Покровской линии метро, имеющая наземный переход на станцию Волоколамская второго диаметра к поездам рижского направления Московской железной дороги. Открыта в составе участка Строгино-Митино 26 декабря 2009 года. Выход на Пятницкое Волоколамское шоссе, Цариков переулок, Новотушинский проезд, Новотушинская улица к ландшафтному парку Митино. Станция получила такое название по одноименному Волоколамскому шоссе. Современная трасса шоссе возникла относительно недавно, в середине 19 века. Шоссе вела из дороги к усадьбе Покровская-Стрешнева и новой дороги. До того шоссе шло южнее, от Воскресенской составы через Ходынское поле. При пересечениях с Московско-Виндавской и окружной железной дорогой на Рижское направление Московской железной дороги и МЦК Московское центральное кольцо соответственно, трасса делала изгибы. Во время войны в 1943 году трасса спрямлена с устройством новых путепроводов. Линия старого шоссе просматривается вдоль трамвайной линии и по двум мостам на ней, продолжается до конца 1960-х годов. По нынешнему дублеру Волоколамского шоссе по четной стороне дороги вдоль ограды усадьбы Покровская-Стрешнева и далее до больницы МПС, ныне больницы РЖД. Современная же часть шоссе, проходящая вдоль трамвайной линии между усадьбой Покровская-Стрешнева и больницей МПС, до конца 1960-х годов была трамвайным проездом бывшего поселка Покровское-Глебово. Тракт пересекается с канала Москва-Волга, ныне канал имени Москвы, посредством Тушинского тоннеля. Станция открыта для жилых кварталов, жилых районов. Отправляемся дальше. Следующая станция Митино.